Всем привет! Это видео о том, как я послала свою финансовую грамотность и решила полететь в Берлин в формате «как-нибудь выживем». Я хочу, чтобы это видео получилось максимально живым и искренним, поэтому я собиралась вообще-то снимать формат Get Ready With Me и рассказывать вам про свой план, что собираюсь делать, зачем я вообще снимаю это видео и так далее. Но так получилось, что я себя плохо чувствую, и я просто максимально быстро накрасилась, привела себя в порядок, занялась делами, и только через несколько часов после подъема и после макияжа я пришла в себя, и вот только сейчас я вспомнила о том, что я вообще-то собиралась записывать видео, и вообще только сейчас я могу говорить, в принципе, на камеру. Так вот, план такой. Примерно часам к 19 муж везет меня в аэропорт Триеста из Целья, везет меня часа 2, и я сажусь на самолет. Вообще, если честно, это как раз первая дыра в моей финансовой грамотности, потому что вообще-то бензин тоже стоит денежек. И как бы этот момент я не очень рассчитала. Но ничего, вроде как обратно я нашла чуть более как бы логичный вариант, и все-таки я поеду на GoOpti или на привозе, если он будет. Ну, в общем, найду какие-нибудь другие способы. В целом это по цене получится примерно то же самое, и мужу не надо будет 4 часа мотаться туда-обратно. Если честно, вообще, если бы я жила в Любляне, я бы с удовольствием доехала до Триеста спокойно. Автобус идет 1:15. У меня даже есть видео на эту тему, о том, как я одна просто села на автобус и поехала в Триест на день. И вечером вернулась. Но из цели добраться до Триеста гораздо сложнее. К сожалению, в Словении плохо ходит транспорт, примерно так же, как по всей Европе, на самом деле. Но очень часто поезда опаздывают, я про это рассказывала, и может быть такая несостыковка, и мне надо было бы, грубо говоря, там рано утром выехать, чтобы точно успеть на самолет, и это, если честно, жесть какая-то. В Триесте я сажусь на Ryanair, лечу примерно 2 часа до Берлина, и дальше выхожу в аэропорту и ищу общественный транспорт, на котором мне нужно доехать до своих приятелей, там у них остаться на ночь и поехать уже заселяться в квартиру, где мы будем жить и тусоваться с девчонками. Я еду вообще в Берлин просто, чтобы тусоваться с девчонками. Вот такой вот у меня план. Вообще мы хотим действовать максимально по интуиции, по настроению, по состоянию. У нас нет плана на каждый день. Вот, это самое главное. И мы можем разделяться и супер свободно отдыхать. Это, на самом деле, главное правило путешествий, мне кажется. Путешествовать с людьми, с которыми вам комфортно и с которыми вы можете разделяться в зависимости от вашего настроения и ваших планов. Все. Я думаю, что это залог классного путешествия, классного отдыха. Так, ну здесь как-то свет получше. Я еще немножко поговорю с вашего разрешения. В общем, я хочу пожаловаться. У меня болит живот. У меня он болит уже 4-й день. И это просто невыносимо. Я очень переживаю, если честно, за сегодняшний полет. Я тяжело переношу самолеты, когда болею. И боюсь, что у меня может быть такое настроение говна, когда я буду выходить из аэропорта, и когда я планировала там что-нибудь записывать. Но я буду записывать, на самом деле, в этой поездке видео просто на импровизации. Какое будет поездка, такое будет и видео, на самом деле. Я вот хочу, чтобы оно максимально отражало вайб поездки и наш вайб девчоночий. Вот я просто рандомно буду доставать камеру и что-нибудь говорить. Короче, я планировала записать основную разговорную часть уже в квартире, которую мы сняли и в которой мы будем жить с девчонками. Я планировала туда приехать чуть-чуть пораньше и иметь какой-нибудь запасной часик, чтобы рассказать все, не стесняясь перед подружкой, но получилось так, что подружка поедет со мной, и я решила записать эту вторую часть уже, точнее, еще дома. Вот.
на всякий случай, если вдруг действительно не будет момента, когда я смогу вот так уединиться и записать что-то. Тем более у меня есть настроение, тем более у меня пока есть силы на это. Я боюсь, что в конце дня с моим животом будет жопа просто. Вообще, в эту поездку изначально нас с мужем позвала подружка, как раз к которой я еду сейчас в Берлин. Точнее, которая приезжает в Берлин. Вот, мы сидели в бане, и она такая, типа, что, не хотите с Андреем поехать в Берлин? Я такая, блин, нет, потому что у нас нет денег. Мы были не в бане, она просто нам сообщение написала. А потом мы с девчонкой пришли в баню, и она такая, а что вы не хотите поехать? Это же стоит фигню. Я такая, как это стоит фигню? Это в любом случае там жилье, перелет, даже если там вот жить по бомжу, все равно дорого. Самая большая часть вкладывания денег — это перелет и жилье. И она мне говорит, посмотри, сколько стоят билеты на Ryanair. Я захожу на сайт Ryanair, видела, что только из Триеста в целом ходят эти самолеты, из Загреба еще. И увидела цифру 17. Эта цифра 17 меня просто убила. Я смотрю, думаю, 17? Может быть, мне кажется, что там еще один нолик затесался какой-нибудь, 170? Нет, это 17 евро. Билет стоил 17 евро, как будто бы я оказалась в своем детстве, когда мы летали на том же Ryanair, когда мне было там 10 лет. Я думаю, ни хрена себе, надо брать. Я просто беру билет, не думая, в одну сторону. У меня как раз примерно на карте было столько денег. И я просто беру билет в одну сторону. И потом я подхожу к мужу и говорю, такие дела. Я взяла билет в Берлин. И он мне говорит, и как вообще, что ты там будешь делать? И начал думать вообще о том, ехать ему или нет. И в этот момент я понимаю, какая же была бы классная идея поехать туда чисто с девчонками. Вот я ездила вот так вот в компании девочек в другую страну только один раз, когда мне было 18 лет. Я ездила со своей одногруппницей, на тот момент подружкой, и мы ездили к ее папе. То есть, мы жили у ее папы, и мы все равно, так как мы все равно были маленькие, мы были привязаны к ее папе. Мы ничего не знали, по сути, в этой стране. Мы были в Азербайджане. Мы там были звездами пляжа, потому что у нас были обычные купальники. И, в общем, такая, конечно, поездочка была. Но интересная. Но это было действительно очень давно. 7 лет назад, почти 8. Я в шоке. Короче, это было очень давно, и я тогда почувствовала этот подружеский вайб. Но сейчас, когда это уже во взрослом возрасте, и когда вы все втроем такие осознанные европейские подружки, это все-таки совсем другое. И когда вы едете в европейский город, в котором в целом, у людей схожие взгляды, и вы можете одеваться как хотите и делать, что хотите, по сути. Я никогда не была в Берлине, я мечтала туда поехать, но я мечтала туда поехать с мужем, если честно, я хотела с ним тусоваться, изучать город и так далее, но как-нибудь в следующий раз мы обязательно с ним поедем и пойдем на рейв. И Андрей мне говорит, пожалуйста, езжай, бери обратный билет, кайфани, расслабься, действительно почувствуй вот этот вот девичий вайб. Я как раз посмотрела «Секс в большом городе», я как раз прочувствовала все это. Мне так было жаль, что я этот «Секс в большом городе» не посмотрела раньше, но мне кажется, что все равно я посмотрела его достаточно вовремя, и как раз мне выпал шанс, по сути. Как выпал шанс? Я просто тупо купила билет в одну сторону, но не было шанса не купить в другую, извините. В общем, выпал шанс такой же вайб почувствовать с подружками. Вот, мне кажется, я слишком уже много говорю. Кстати, билеты в Берлин были мной куплены за 3 месяца, поэтому цифра 17 — это скорее цифра исключения. Вряд ли вы найдете билет за 17 евро за неделю. Но на самом деле этот сайт Ryanair, точнее ценообразование у Ryanair абсолютно непредсказуемое, и ты никогда не знаешь, когда дешевле, когда дороже билеты. И, например, я обратный билет, не буду говорить, за сколько я взяла, но за дохрена вообще. И потом я читала про ценообразование Ryanair. Все равно это просто тупо догадки
пользователей, и я видела такой комментарий, что типа все равно там в любом случае, чем ближе к дате, тем дороже. И я захожу через месяц на сайт и вижу цифру в 2 раза меньше, чем я заплатила, за обратный билет. И мне было так грустно, вообще ужасно. Но это моя первая поездка вот так вот на Ryanair, на любом лоукостере одной, и поэтому я себе это прощаю. В общем, я беру обратный билет и начинаю думать о том, где бы мне максимально дешево найти жилье. У меня есть знакомые там, я с ними, по сути, договорилась, и потом подумала, я не хочу вот 5 дней напрягать знакомых, еще и хочется с девчонками прям тусоваться вместе и жить вместе. И я подумала, все-таки надо что-то снять. И мне как раз в этот момент другая моя подружка говорит о том, что существует такой сервис, как Home Exchange. Возможно, если вы живете в Европе или если вы много бываете в Европе, то вы знаете о таком сервисе. Но для тех, кто не знает, я сейчас расскажу. Изначально это был сервис, в котором подразумевалось, что вы обмениваетесь квартирами с людьми из разных стран и городов. Это не как Airbnb или Booking работает. Там люди не платят деньги реальные друг другу, они изначально просто обменивались квартирами. То есть я еду, например, в Берлин, а человек едет ко мне в Целье и здесь живет, а я живу у него. И это такая относительная безопасность, потому что, получается, ты доверяешь свой дом ему, а он доверяет свой дом тебе. И это строится взаимодействие на таком взаимном доверии. Вот. Но при этом сайт обеспечивает тебе безопасность, реально уже физическую, не просто там на каком-то доверии. Вот, ты платишь за подписку 160 евро и можешь путешествовать так целый год. Тема в том, что сейчас можно не только обмениваться домами, а еще и пользоваться гестпоинтсами. Это такие очки, которые начисляются тебе при оплате подписки, потом там при приглашении друзей, размещении своего жилья на сайте и других действий, которые ты можешь тратить на жилье в другом городе, не обмениваясь своим жильем. Естественно, для того, чтобы получить новые очки, когда ты их потратил, ты берешь себе жильцов. Соответственно, я захожу на этот сайт. 1,5 месяца я искала себе там квартиру. Изначально я туда зашла и смотрю, там просто невероятные квартиры. Именно такие душевные, настоящие. Вот, знаете, вот такой вот вайб Петроградки. Такие с большими потолками, с большими окнами, с балконами. Господи, как это было красиво и как это было дешево. Но в плане вот этих гиспоинтсов, реально, у тебя, допустим, у меня было 1550 гиспоинтсов, а квартира, допустим, в ночь стоит там 40-60 гиспоинтсов за 3 месяца до поездки. И я такая, я могу снять себе коттедж. Ладно, нет, я планировала эту поездку прямо какую-нибудь прям себе комнатку какую-нибудь снимать или там с девчонками что-нибудь такое маленькое. И потом, использовать эти гиспоинтсы на поездки с мужем. В общем, за эти 1,5 месяца я жестко напсиховалась, если честно. Вот какое бы прекрасное впечатление этот сайт не создал бы с самого начала. В течение этих 1,5 месяцев я ужасно нервничала, ужасно злилась на этот сайт, просто потому что я писала людям, и люди мне отвечали, что их планы не соответствуют. Хотя я захожу на их страничку, и там можно в календаре выставить даты, в которые люди могут приезжать. И у них были выставлены эти даты начала марта. Но они пишут при этом, что план не совпадает. В общем, я не знаю, что там конкретно происходило, возможно, потому что у меня в квартире еще нет отзывов. То есть я ее разместила, но ко мне еще никто не ездил. Нет отзывов, нет оценок. И, я для них, возможно, не очень надежный жилец. Вот, поэтому, возможно, они мне так отвечали. Но через 1,5 месяца мне ответил чувак по хорошей такой квартире в центре города за 40 гиспоинтсов. То есть, у меня 1550, а 40 гиспоинтсов стоит ночь в этой квартире. И я пишу ему, он мне отвечает, все, мы с ним договариваемся, я оформляю этот exchange, я плачу эти баллы, все. Месяц я отдыхаю, мне спокойно, хорошо. За
1,5 недели до того, как мне надо лететь в Берлин, он присылает мне сообщение типа: «О, извини, у меня там какие-то планы поменялись, все, я не могу. Я вернул тебе баллы, напиши в поддержку». Я зла вообще просто в ярости, думаю, да что ж такое? А я вообще достаточно импульсивный человек, и я очень ярко и активно чувствую эмоции любые. И меня это просто выбило. И я пишу в поддержку. Мне ужасно стыдно за это. Я пишу в поддержку, типа, как так? Вот меня хозяин отменил бронирование. Как я могу вообще доверять вашему сайту? И, типа, какие у меня вообще гарантии, что я там не останусь без жилья? И они мне присылают ссылку и пишут, типа, почитайте, пожалуйста, вот это положение. Я его читаю, понимаю, что там написано, типа, прям вот отдельная страница сайта, что делать, если хозяин отменил бронирование. Но это, блин, мое СДВГ просто. Я пропускаю всю самую важную информацию на сайте, даже если она мне вот такой огромной кнопкой просто приходит. Вот сайт с желтой огромной кнопкой, я ее не замечу. Ну ладно, не когда она такая огромная кнопка, но когда вот просто фраза вот какая-то есть, она достаточно видна, она четкая, я ее не замечу, только если вот эта желтая кнопка есть. Я вот на нее нажму, вот, посмотреть или зарегистрироваться, все остальное я просто не вижу. Короче, они мне присылают информацию, я понимаю, что я могу написать еще раз поддержку и попросить их мне помочь с поиском квартиры. И они мне помогли, они написали огромному количеству квартир без ограничений по этим геспоинтсам. Я потом выбирала из этого большого количества квартир квартиру, которая мне понравилась, и при этом они покрыли эти геспоинтсы, ну, эту разницу, они покрыли их хозяину, и у меня, получается, снялось количество баллов, которые я заплатила в первый раз. То есть я вот так про цифры, да, я заплатила за 3 ночи, вообще я буду там 5 ночей, но, в общем, там такая сложная ситуация. Я заплатила за 3 ночи в первой квартире 120 там с чем-то геспоинтсов. Во вторая квартира стоила за одну ночь 140 геспоинтсов. Но я заплатила 120 за все. Я просто вообще в шоке. Короче, я заплатила 120 за все. А эта квартира в центре с балконом, с 2 комнатами, ладно, с 1 комнатой, с кухней-гостиной, и мы втроем там шикарно будем жить, там отличный хозяин, и все это в центре. Я очень благодарна этому хозяину, который отменил бронирование, если честно, в итоге. Конечно, мои нервы пострадали, но зато моя менталочка восстановится, пока я там буду жить. Вообще, это, конечно, просто шикарный сайт. То есть вы платите 160 евро в год, и эти 160 евро, это цена, она равна просто вот одной ночи в Берлине, в том же центре. Я думаю, что даже дороже стоит квартира в центре, если честно, потому что Берлин так-то, ну, очень дорогой город. Ну и получается, вывод по цене. Я плачу 160 евро за годовую подписку, и девчонки мне накидывают 50 евро на вот эту квартиру. То есть, грубо говоря, они мне там по трети своей оплачивают эту подписку, по которой я еще могу дальше ездить, но мы с девчонками зато очень дешево живем в Берлине. То есть и мне хорошо, мне вообще замечательно, и девчонкам хорошо, потому что иначе мы бы, ну, как бы, каждая бы, наверное, скинулась по... Ну и на квартиру вы сейчас посмотрите, когда я прилечу, и покажу вам ее так, какой-нибудь такой маленький видеообзор стеснительный. И дальше, вот просто, вот я прилетаю в Берлин, все, у меня нет никакого плана, у меня нет никакого сценария, я просто планирую снимать все, что мне хочется снимать. Возможно, это будет маленький блог, возможно, это будет большой блог, прям вот, может быть, на час, на целый. Я не знаю сейчас, но будем смотреть по ситуации. Ничего не ожидайте от этого блога, так же, как я не ожидаю ничего от этой поездки. Все, easy, chill, погнали. Миссия поесть за 2 минуты. У нас было 15 минут.
Надо было найти место, где поесть, потому что мы оказались голодные. И все, мы бежим в аэропорт. 1:15 ехать до Триеста и 2 часа до вылета. Qatar Airways. Flight 1364. Хорошо, знаем теперь, что нужно не тревожиться, не переживать и приезжать за полчаса до вылета в маленьком аэропорту, в маленьком самолете на лоукостере. Вот стою около гейта, жду самолет. Я прошла, все хорошо. Я умираю от духоты. На мне подштанники, чтобы не занимать много места в рюкзаке. На мне 2 лонгслива, толстовка, все грязно, у меня куртка. И я просто сейчас уже умираю, я очень хочу пить воды. Я хотела показать, что у меня не только рюкзак, у меня еще вот такая маленькая сумочка. Я не стала брать никакую сумку с собой, кроме рюкзака. Вот, и можно спрятать под куртку, и никто не заметит, что у тебя 2 ручных клади. И, в принципе, это удобно, и так буду по линии ходить. Что полет на Ryanair был чудесный. Примерно как вот в 2013 году, когда я последний раз летала этой авиакомпанией. Я спала на столике, сложив свой пуховичок мягкий на него. Было супер комфортно, супер классно. Я приехала. Теперь надо найти подружку, которая предложила меня встретить. Я отказывалась, честно, прилично отказывалась, но она настаивала на том, чтобы меня встретить, чтобы я не запуталась в берлинском метро. Это очень мило. Мы сейчас сядем на метро, проедемся с одной пересадкой, о, блин, как красиво, до станции, которую я не могу произнести, и оттуда пешочком до квартиры моих приятелей. Здравствуйте, женщина! Прыжка, ты думаешь, ты такая маленькая? О. Угу. Блин, красиво. Так, я проснулся, и я могу сказать, что я однозначно зря взяла вот это. Подштанники, штаны, еще одни. Вот этот лонгслив, тяжелый, объемный. И что еще? Еще полотенце для волос. В целом, наверное, все. Жесть, если честно. Просто вот это все занимает. Вот я вот сейчас сложу. Огромный объем в моем рюкзаке. Тут еще оказалось, что есть Uniqlo. И я просто лоханулась жестко. Каждый раз я думаю, что я такая классная, я так хорошо собираю рюкзак уже. Вот прям такая опытная женщина. Могу вот в такой рюкзак сложить все, что мне понадобится на неделю.
Так, задача купить какую-нибудь булочку на завтрак. О, сэндвичи. Bahnhof Eberswalder Straße. Да, должен быть, по крайней мере. Вот, да, второй этаж. А, вот там ничего себе. Я тебе говорила про то, что мы бесплатно сняли квартиру. Алкоголь. Блин, как круто, ё-моё. Не, ничего не говорил. Я думаю, что если бы ему бы не хотел, ну, если бы он был против того, что мы бы здесь курили, он бы сказал. Офигеть, какой балкон крутой. Ё-моё. И все есть для того, чтобы есть. Даже макароны. Жесть, жесть, кофеварка есть. Я все-таки сниму хоть какое-то видео в формате Get Ready With Me. Мы вот заселились в квартирку. Я сходила в душ. Оля сейчас тоже в душе. Я буду укладывать волосы. Немножко все-таки тайрет, честно говоря. Я очень давно не пользовалась муссами для волос. И я боюсь, что я какую-нибудь фигню наделаю, если честно. Еще уже нечем укладываться. Я все-таки не взяла плойку. И, короче, я боюсь того, что у меня получится какая-то полная фигня. Вот мы, в общем, собираемся. Возможно... мы еще сходили позавтракать. Тоже немножко сняла. Пойдем, не знаю, погуляем по району. Мы же в центре живем. Посмотрим, что тут есть. Вот, и вечером приедет Настя, еще одна наша подружка. Пойдем куда-нибудь в немецкую таверну. Все-таки, конечно, эта идея с тем, чтобы сделать эту поездку максимально бичевской, она как-то не сильно работает, если честно, потому что я уже узнала о том, что здесь есть Uniqlo. Я уже увидела кучу очень прикольных магазинов одежды, и, если честно, мне срывает бошку просто. Мне хочется купить все после Словении, в которой мне очень сильно надоели магазины, вот правда. Они одинаковые, скучные, и прям вот, ну реально, все как H&M. В общем, я очень надеюсь, что мне не сорвет бошку, но с другой стороны, как мне может сорвать бошку, если у меня в рюкзак вообще ничего не входит? Я очень хочу купить какой-нибудь маленький небольшой подарочек для Андрея, но небольшой, потому что просто не влезет в рюкзак. Сейчас я доложусь, докрашусь, доделаюсь. И мне просто больше особо нечего говорить, если честно, особо же ничего не произошло. Но я точно хочу сказать, что я просто в шоке от эстетики, от красоты, от стиля и от какой-то вот этой современной красивой картинки, от современного дизайна здесь. Я уже просто плыву. Уже, даже сейчас. В общем, ладно, пока. Мы пошли гулять. Сегодня, в первый день, мы решили, что мы можем тратить деньги на всякие кафешки, потому что соблазна, конечно, очень много и очень сложно просто проходить мимо, если честно. И поэтому сегодня вот мы...
взять этот свежий хлеб, который у них там есть, пару булочек. Пусть мне нравится. Или уже нарезанный тостерный хлеб, потому что он свежий. Мы взяли в магазине все для греческого салата и больше, вообще все продукты на 3 дня, но забыли купить масло оливковое, и у хозяина его тоже нет, поэтому вот такой форматик у нас сегодня. Греческий салат, вино, обстановка, потолки 6 метров, наконец-то нормальные потолки. Потому что в первый год отношений люди обычно имеют признак секс, и они все время объясняют проблему такие, Я видео снимаю. Мне нравится. Это тоже. Это 2 в 1. Да? Идет вообще такой стебель, что ли? Можешь нарисовать? Да, а как? Я не знаю. Я так все ношу, это охуенно. И кудрявчик. Идем. Идем, девочки. Очень классно же, да? Стоит 18 евро. Но она очень слабо закрывается. Вообще изначально. Да, да. Я пришла зачем? Потешная, мне дама нравится. Мне у них очень нравились таро-карты. Когда мне очень сильно кто-то хамит, у меня реакция не на хамить в ответ обычно, а стать очень милой. Мы сегодня очень дешево покушали. Ну как очень дешево? Для Берлина это очень дешево. Мы разделили пиццу одну на всех и выпили по пиву и по напиточку. Можешь клоузап уже сделать? Под продажу. Что? У кого-нибудь есть черный комплект белья с собой? Ям. Ну почему я ушла в дизайн в живописи? Потому что я не ебала, как я в живописи, потом деньги зарабатываю. Мы сегодня поздно позавтракали, около 12, и сейчас зашли в ДМ взять перекус. Покажи батончик. Если вы видите этот батончик в ДМе, вы его берите, даже не думайте.
Сейчас, подожди. Не фокусируйся, да? Сейчас. Блин. О. Ну да, подожди. Вау. Ой. Блядь. Сейчас еще. Ё-моё. Да идите-ка нахуй. Да, это пацаны. А, ну тут очень устали. Сейчас будем кушать. Моя жизнь, мои правила, my life, my rules, это помещаю суть. Охренеть. Постоянно какие-то лисы бегают по городу. Поэтому я уже не удивляюсь. Danke. Возможно, но я об этом задумывался в контексте вот экологии, например, что Это с крестного отца. Вот, быть девственницей это не зазорно, это нормально, это просто избирательное. Вот это у него remote drop, вот это я понимаю. Тут был суп азиатский за 6 евро. Просто поверьте, он здесь был, и там были овощи и креветки. Прикольно, что они фонарями просвечивают, типа, посмотрите, прозрачно хотя бы одежда или нет, там, разделяешь фонарями. Реально? Они мне все... Ова! Пока-пока. Квартирка хорошая. Я обнимаю рюкзак.
Ну все, еду домой. Спускаюсь на метро на этой станции и еду в аэропорт. Как я понимаю, на Избане я доеду прямо до этого аэропорта. Прямо останавливаться в аэропорту. Вот так ездить сзади. Никогда этого не буду делать. Меня остановили прямо на последней остановке. Вот я все это время ездила сзади, потому что я не смогла сначала оплатить билет. Почему-то я все взяла, он просто не прошел через приложение. В итоге, короче, я и не стала разбираться, решила, что буду везде так ездить. И на самой последней остановке, прямо перед аэропортом, в последний день, ну все, у меня уже просто не было вариантов вообще ничего делать. У меня есть шанс немного прийти в себя. А еще у меня огромная ошибка, я даже не знаю, что это, прокол, так скажем, в том, что я каждый раз я поставила в настройках камеры случайно 4К 24 кадра в секунду, а не 60. И в итоге у меня все это видео будет или было трясущимся, дергающимся, зато красивая картинка. Вообще грустно. Все это грустно, но при этом весело тоже. Реально смешно. Если в подробностях об этом штрафе рассказывать, реально очень смешно. Теперь моя задача найти где-то здесь автобус. Наверное, автобус, я не знаю что, я просто взяла билет на Фликсбас. По-моему, Фликсбас обычно ходит из центра города, поэтому нужно добраться до центра. Хоть как-то, типа, возможно, на такси, возможно, на автобусе. Ой, на такси, конечно, блин, на такси. Нет, никаких такси. Самое веселое, что у меня 5% зарядки. 5. Я просто очень надеюсь, что в автобусе, что я доеду сейчас до центра, и что в автобусе уже до Словении будет возможность зарядить телефон. Я нашла автобус. Я в Триесте, и я ужасно нервничаю, потому что у меня разрядился телефон. Я сейчас забежала в какую-то очень закрепленную кафешку, как будто бы я оказалась в какой-то российской глубинке. И там сидят чуваки, пьют пиво, там стоят еще игровые автоматы, при этом такие грязные, светлые стены, грязные, такие старые, там какие-то провода. Сейчас покажу туалет, который там был. Ну вот, по туалету можно понять вайб. Короче, я туда захожу, и уже просто, вот у меня уже все, телефон полностью в ноль, но мне нужна связь. Я просто захожу, говорю, можно, пожалуйста, ну просто зарядиться. Девушка меня спрашивает, что я буду пить, я говорю, я просто заряжусь, пожалуйста. Потом эта официантка пошла играть в автоматы в этом же баре, так сказать. И атмосферка была прикольная, конечно. В общем, смысл в том, что я чуть-чуть совсем зарядилась, до 7% хотя бы, чтобы сесть на автобус, доехать. Может быть, я в автобусе попрошу у кого-нибудь зарядку, пауэрбанк, что-нибудь такое. В общем, я хотела вообще другое сказать. Хотела сказать, что мне достаточно везет, в принципе, за эту поездку, кроме как штраф за проезд. У меня есть еще положительные новости. В целом, можно сказать, я компенсировала эти все вещи штрафом за проезд. Я стояла в очереди на Ryanair. Первый раз видела такое, чтобы не было стойки регистрации. И я подумала, что если нет стойки регистрации, наверное, мне не проверят мою ручную кладь. А у меня там прям... Я прям не вхожу в габариты абсолютно.
Я не знала, что я буду делать, просто вот на дурачка. Я дала подружке штаны и юбку, но все остальное у меня все равно занимало очень много места. Ну, то есть мой рюкзак. Выглядит вот так. Короче, он достаточно большой. Фу. В него все поместилось, но все-таки это не входит в размеры бесплатного багажа. Одной маленькой сумочки, как там написано. 40 на 20 сантиметров. Короче, я подхожу к гейту уже, показываю свой паспорт, прикладываю билет, все хорошо. И девушка мне говорит, я должна проверить размер вашего багажа. И я такая, пу-пу-пу. Ставлю его на вот эту вот линейку какую-то. И у меня он не входит даже в размеры платного багажа. Он вылезает полностью из этих рамок. И я стою и думаю, ну все. И штраф за транспорт заплатила, и сейчас вот здесь еще заплачу, еще где-нибудь там заплачу. В итоге она смотрит на этот багаж и начинает его сжимать. Она просто вот так вот, типа, этот рюкзак начинает сжимать с разных, ну, типа, с одной стороны, чтобы он влез в эту рамку, и он реально влезает в рамку, ну, чуть-чуть, а за нее еще выходит. Она говорит, в следующий раз, типа, берите багаж, чтобы он влезал полностью в эту рамку. И я думаю, ё-моё, все истории про Ryanair, которые я слышала до этого, это всегда был штраф. Типа, если так происходит, это всегда штраф. Я подумала, господи, как же мне повезло. Как, ну вот как так? Я просто в шоке. Короче, в итоге я прилетаю в Триест, выхожу из аэропорта, нахожу автобус. Это было не очень просто, если честно, довольно сложно его найти. Там что-то надо подняться наверх, пройти, спуститься вниз. Я вижу какой-то автобус, я к нему просто забегаю, говорю, вы едете до Любляны? Вы знаете, как маршрутки просто. В общем, я захожу, спрашиваю, как дурочка. Они мне говорят, да, едем. Я говорю, а как вот мне оплатить? Они говорят, вот билет, типа, на итальянском говорит водитель, он вообще не говорит на английском. Я не понимаю абсолютно. И рядом сидят итальянцы, такие милые, приятные. И они говорят мне о том, что мне нужно купить билет. Вот там, типа, недалеко на кассе. И в итоге они мне дают что-то какой-то свой билет, потом начинают говорить о том, что он не подходит. И, в общем, они мне даже так хотели помочь, просто мне билет бесплатно отдать. В итоге водитель говорит, что он меня сейчас довезет до этих касс и меня подождет. Но я этого не поняла. Я поняла, что он довезет меня просто до этих касс. И я выбегаю, улыбаюсь, говорю, ха-ха, вот оно здесь. Хорошо, все, всем пока. Выбегаю, покупаю билет за 4,50, 4,75. И думаю, и мне вот кассир говорит, что следующий автобус будет через полчаса. Я думаю, ну да, хорошо, ладно, подожду. И я выхожу, вижу этот свой автобус, потом захожу обратно, думаю чуть-чуть и выхожу опять. И бегу к этому автобусу. А там чувак, ну, водитель смотрит на меня и такой. И я такая, конечно, господи, если вы меня ждете. И я просто бегу и думаю, боже мой, какой чудесный человек. Он меня подвез, он меня подождал. И я вот полчаса примерно ехала до Триеста, это аэропорт, до остановки своей на Flixbus. Это аэропорт. Автобус мог просто проехать и не ждать меня. И я бы сидела еще полчаса, и, возможно, я бы опоздала на свой Flixbus. Я бы 100% опоздала на свой Flixbus, я так скажу. Потому что я приехала сюда за 15 минут до автобуса. Вот. И телефон зарядить я не успела, ничего бы не успела. Ладно, может, и беру свои слова обратно о том, что мне повезло. Автобус опаздывает уже больше, чем на 20 минут. У меня опять 1% на телефоне. Это просто жесть. Я очень устала. И нет, короче, никакой закономерности в том, что ты там что-то там. Здесь тебе повезло, значит, там тебе не повезет. Здесь тебе не повезло, значит, там повезет. Короче, все это брехня. Ну, это просто прикол какой-то. Автобус опоздал на 2 часа. 2 часа. Сидела на этой остановке. Люди в ауте, все в ауте. Я встретила даже чуваков, с которыми я летела из Берлина. Ну, то есть я их там не видела, просто показала, что они тоже летели из Берлина. И
огромное количество людей в двухэтажном автобусе. Поставлены свои самолеты, поставлены свои автобусы в другие страны. Просто жесть, а не извинёк. Уже закат. Я должна была быть в Любляне давно. В целом я должна была быть уже почти в цели, наверное. Абсолютно. Ну что, прошло 5 дней с момента, как я вернулась из Берлина. Я немножко подуспокоилась, мои эмоции немножечко выровнялись, и я готова поделиться с вами главным выводом, который я сделала за все это время, пока я дома. В общем, я хочу сравнить Берлин с наркотиками. Я знаю довольно много о наркотиках, я о них очень много читаю, очень много смотрю всяких видео, и раньше смотрела всегда вот практически с детства, и у меня были личные истории моих знакомых, с которыми я общалась. Понимаю, что самая сложная часть отказа от наркотиков — это именно то, что ты после какого-то систематического употребления, у кого-то после первого употребления, ты больше не можешь чувствовать таких же эмоций, которые ты чувствовал раньше. То есть как будто бы после этого твоя жизнь становится блеклой и какой-то вот неинтересной. И те же самые ощущения ты не можешь получить просто так. Нужно довольно долгое время для восстановления и так далее. И вот с Берлином примерно то же самое. То есть ты едешь туда, получаешь какой-то невероятный шквал просто всего, и когда ты возвращаешься домой, появляется на какое-то время ощущение, будто бы ты ни от чего не сможешь получать столько удовольствия. Ну, конечно, это не так, но вот действительно я поймала такую историю. Как в детском лагере, например, когда ты уезжал, получал кучу впечатлений, а потом возвращался и сваливался в депрессию. Но в моем случае после Берлина у меня еще и была стадия, так сказать, истерики. Потом у меня уже была стадия депрессии. И мне кажется, что это могут ощущать все люди, которые чувствительны к каким-то воздействиям. И да, это, наверное, единственное, что я хочу сказать, потому что во всем остальном, я думаю, что вы все это увидели в видео, и если вы эмпатичный человек, вы всем этим прочувствовались, и, возможно, даже почувствовали мои эмоции в какой-то мере. Вот, и на этом я хочу завершить видео и сказать вам пока-пока. И, пожалуйста, не забывайте ставить лайки, если вам понравилось это видео, подписываться на канал и ставить колокольчики, чтобы не пропускать мои следующие видео, которые непонятно, когда будут выходить, потому что я очень плохой блогер, я очень плохо снимаю видео. И если вам нравится такой формат влогов, пишите мне, пожалуйста, в комментариях об этом, и я буду стараться больше снимать такого контента. А еще в моем телеграм-канале, который вы можете найти по ссылочке в описании, будет опрос, и вы можете проголосовать, если вы хотите видео дополнительное про то, как я собирала свой рюкзак на лоукостер. Все, пока-пока.